Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть. Так, мужчина, приходи, какой ты, расскажи. Да, и вы можете проговорить его имя, но иногда бывает так, что приходит сам по себе, даже когда вы проговариваете имя, либо не проговариваете. Он все равно приходит, потому что ему очень хочется поговорить. В принципе, с сигнификацией вы даже поймете, кто это. Но когда проговариваешь имя, да, вот меня просто спрашивали в комментариях, я решила по-быстрому рассказать. Когда проговариваешь имя, он больше открывается. Человек, который приходит сюда. Вот. Так что да, можете проговорить сейчас. Притянуть его на расклад. О, чертик выскакивает. Кто-то имя хорошо проговорил из вас. Чертик выскочил. Как будто бы у него в душе, внутри вот этот чертик прыгает сейчас. Ох! По энергиям уже с колоды чувствую, что у него сейчас после шторма как будто бы что-то нужное на берег выбросилось, а он хочет это забрать. Я не знаю, почему это такое вот именно видение у меня. Вот, разрушения какие-то идут, это башня. Какие-то разрушения в его жизни. Это рушится, это что-то падает. Так, мужчина, ну расскажи, какой ты. Давай. Расскажи, какой ты. Башня. Вот такой вот он. Вообще мужчина сильный. В серединке сила выходит. На сегодняшний день он силу испытывает. Так нормально все у него. Но психологически где-то так хочется куда-то деться ему, спрятаться, потому что в жизни очень много разрушений сейчас идет. На публику он показывает себя, вот он все может, он такой счастливый, у него все хорошо, но душа у него вот 3 меча над головой, ну и как бы можно сказать, на 4-м сидит. Вот и 4 мечей. Это значит, что да, буря какая-то, действительно, как после шторма что-то повыбрасывало, что-то не так пошло в его жизни. Кстати, он недавно ругался, либо очень сильно эмоционировал, ну как это сказать, то ли обиделся, то ли хотел высказать, но не стал, то ли наоборот высказал, вот какой-то внутри, вот внутри. Он может даже не открываться, но внутри у него буря. Человек сильный сам по себе. Он может исправить любую ситуацию, он может что-то своими руками сделать, либо головой, там нормально все. Но, скажу так, физически вот у него проблемка есть, физически есть. Голова, с головой немножко, извините, мозги нормально вроде бы. С головой это боли в голове есть. Боли в голове есть. Высшие силы. Высшие силы рядом. А знаете, что я тут увидела? Вот если бы мужчина сейчас, вот которого вы загадали, вот который здесь присутствует уже, его дух здесь. Ну как дух? Душа, может быть, да? Я иногда не совсем точно выражаюсь, но его присутствие в энергии тут есть. Я увидела, вот почему дух сказала, да, и сразу вот объяснила, что не так иногда выражаюсь, потому что я дух увидела, но дух не его как бы, а его предка. Его нет в этом мире больше, дедушка. Я по этой карте увидела его дедушку. И, скорее всего, четче вижу по маминой линии.
Он был хорошим человеком, с одной стороны. Я не буду его смотреть, ангела. Но он был хорошим человеком. И вот этот ангел его дедушки, боже мой, это ж надо в этом раскладе вот такое вот пришло. Он ему сейчас хочет сказать: остановись. Я же, говорит, тебя учил. Я же тебе хотел дать пример, что вот так поступать не надо, так реагировать не надо. Ты взял пример своего отца, друга или какого-то человека. Ангел его дедушки, дух его дедушки, он сейчас рядом. И, скорее всего, даже если у него есть такая, не знаю, дар видеть сны, да, как говорится, он его видел недавно во сне. Либо через что-то другое это приходило. Он пытается исправить ситуацию, помочь исправить ситуацию в жизни мужчины, который сейчас пришел. Ему дана сила исправления, но он может упустить возможность, и тогда все покатится по башне вообще в пропасть. Он стоит на грани сейчас, мужчина. Он хочет показать, что у него так все хорошо, но внутри он покалечен своим недопониманием этой жизни. Он с чем-то хочет сравнить все, что происходит в его жизни, но у него не тот взгляд на жизнь, на ситуации, на людей. Он ошибся. Вот мужчина, он ошибся. Если он в самое ближайшее время это поймет, он исправит свою судьбу, и башня восстановится, и движение будет опять нормальным. У него плохо в жизни сейчас. Я говорю еще раз, показывать он этого не будет. Вы это увидите, возможно, даже увидите через время, как у него плохо реально, если он продолжит в том же духе. Плохо делает. Иерофант не просто так вышел здесь. Я в нем очень сильную энергию увидела сегодня. У него есть возможность выйти на солнце. Солнце. Да, еще из нового, перемены ждут его. Просто будет ли он это делать? Будет ли он за это хвататься? Или пойдет опять вот по тому сценарию, который у него в голове? Может, мама ему нарисовала этот сценарий. Может, папа его там не любил маму, допустим. Он понимает это, но почему-то он тоже очень много делает ошибок. Может, еще как-то что-то там. Карта равновесия. Карта равновесия. Если он удержит это равновесие жизни, то вода из его бокала, как говорится, из кубка не расплескается. И он действительно вот возьмет свой кубок, здесь даже чашечка стоит на колесе судьбы, вот, и его восстановится жизнь. Высшие силы выходят. Ему сейчас в помощь идет, но возьмет ли он? Я говорю, если бы он смотрел этот расклад, может быть, он бы понял многое. Если вы не вместе или вместе? О, 5 мечей. Нет, по этой карте вы не вместе. Еще раз, да, я могу сказать по этой карте, так как расклад общий, вы вместе, но тогда вы не понимаете сейчас друг друга. Либо вы пытаетесь ему что-то сказать, а он не слышит. Он слышит все по-своему. Он просто слова переставляет для своего интереса ваши. Вы в ссоре. Как бы по 5 мечей, скорее всего, вы не вместе и из-за боли. Даже боль между вами вот стоит, что плохо он делал вам, больно он делал вам. И говорю еще раз, да, если все-таки вместе где-то или во временной ссоре, да, это как будто бы, тяжело.
Вот с ним тяжело, если вы вместе. Очень тяжело. Ну, для кого-то было тяжело, но вы расстались. Здесь 5 мечей, вы в разных сейчас энергиях, в разных местах, как говорится. Но я в конце расклада посмотрю, если вы хотите быть с ним, что карты скажут. И если вы не хотите быть с ним, что карты для вас тоже скажут. Я в конце, как всегда, посмотрю. Но у мужчины сегодня какой-то этап переломного периода. 9 колес. Он должен выбрать свое колесо судьбы. Потому что стабильность в его жизни будет. Но вот хорошая она или плохая? Потому что бывает плохая постоянная стабильность. Да, и такое бывает. А вот с этими картами, да, она может так и остаться. Мужчина любит главенствовать, мужчина любит ставить себя выше всех, мужчина любит говорить и чувствовать, и внушать даже самому себе, он этим себя спасает, типа, что он прав, а другие не правы, что он не виноват, это другие так себя ведут. Вот это его ошибка. Хоть раз бы он сказал, да даже не сказал, может быть, и говорил, а искренне понял, что он виноват, и даже боясь унизить себя, все-таки начал исправлять ситуацию, все, его жизнь изменилась бы в лучшую сторону. Вот это его ошибка. И еще одна ошибка есть. Он верит людям иногда, чужим, а своим очень редко. Вот это тоже есть такое. Да. Как обычно, расклад начинаю, и так глубоко уходит энергия. Даже дух пришел сегодня. Это первый раз за все время, когда я делаю расклады на мужчину, вот именно что происходит в его жизни прямо сейчас. И еще не было такого, чтобы ангелы с небес приходили. Разбитое сердце, тяжелая ноша и всадник колес. Я хочу изменить свою жизнь, но я не знаю как. У меня болит душа, и мне тяжело, говорит мужчина. Мысли. Давай твои мысли на сегодняшний день. Какие больше всего перевешивают? Что ты думаешь больше всего? О чем? О любви. О любви он думает больше всего сейчас. Ему любви не хватает, даже если он с кем-то. Либо он один реально, просто хоть вой на Луну, либо он, если с кем-то, то, говорю, расклад общий, то он о любви думает, мечтает, потому что ее нет. Даже если с кем-то ее нет. Раз эта карта вышла. Давайте посмотрим его мысли по поводу... Карта выпрыгивает. По поводу вас. Мужчина, что ты думаешь? Что ты чувствуешь? Девушки, которые сейчас смотрят расклад, которая здесь на раскладе. Вы для него сейчас королева посохов, королева огня. Но огонь — это страсть, это желание, свет, чтобы вас увидеть. Это правосудие. Угу. Тройка посохов, одиноко. Тут новые дороги, но ему одиноко. Есть какая-то женщина. Или девушка, девочка. Он думает о ней. Но это родственница больше. Это дочь, либо, может, внучка, если он... Я не смотрю на возраст сейчас. Это может быть сестричка, сестра, да, это мама может быть, опять же. Но вот это как родственница.
близкая родственница, о которой он сейчас думает и к которой держит путь. Либо он планирует путь, вот встретиться, поговорить, и что-то ему нужно. Либо беспокойство грузят его по этому поводу, либо просто хочет увидеться. Все ли нормально спросить. Но вот по поводу вас он держит на душе какие-то незаконченные вопросы, вот у него есть, решения нет на эти вопросы, незаконченные дела. То ли по документам что-то, то ли действительно обычные бытовые, то ли действительно просто в голове держит, как она там. А все ли у нее хорошо, потому что мне-то с ней было хорошо. Может, она кого-то другого уже согревает своим огнем. Вот такие мысли здесь есть у мужчины. По правосудию, да, может быть, проблема еще есть по поводу документов, либо по поводу принятия какого-то очень важного решения. Ему надо его принимать, не вам. Вы свое уже сделали, вы свое сказали, и вы уже приняли свое решение. Единственное, да, у кого-то из вас есть в чем-то сомнение чувствуется, но они так, они решатся. Они решатся. Все у вас как будет? 13-й аркан, ждите перемен для себя. 13-й аркан. Какое-то плохое что-то вот просто умирает, а новое рождаться будет. Хорошее что-то идет в вашу жизнь. Ого! Вот так карта ответила. А вот у него 6 колес. Смотря как он себя опять этой жизни покажет. У него есть возможность получить счастье в свою жизнь. Но вот сделает ли что-то важное он или опустит руки, вот это вот все-таки от него зависит. Хотя в его окружении есть люди, которые ему подсказывают, не слышит он их, вот проблема. Он слушать может, все, но он переиначивает. Как будто реально слушаю, но не слышу. Чувства к вам. Далеко эти чувства. Душа болит, да, по этой карте. Это опять 5 мечей вышла. Чувства по 5 мечей. Со стороны, знаете, как будто да, мне хорошо, зачем она мне нужна, у меня свои заботы есть, а на самом деле он поглядывает на вас издалека где-то, может по фотографии, по соцсетям, и думает, а как там? Может, она все-таки хочет, чтобы я был рядом? А на самом деле ему реально плохо. Пятерка и 7. Так, мужчина, ну ответь. В тебе есть ложь, обман? Ты можешь обманывать действительно, вот, чтобы приносить что-то плохое? Или все-таки это, этого нет, либо ушло? Туз чаш. Зайчик подвешенный, да? Туз и туз. Туз чаши, туз посохов. И посерединке подвешенная ситуация. Он сейчас на перекрестке судьбы. Да, он может обманывать. У него богатый арсенал таких ситуаций. Целый сундук, можно сказать. Открой и увидишь, где он, с кем он там, о чем говорил, и да, и был обман. Он умеет обманывать. Но по жезловой масти он может с какой-то другой стороны себя зажечь, как говорится, показать и выйти из подвешенной ситуации. О, мужчина, ты действительно на грани сегодня.
перемен, но вот от тебя, от него, реально от него зависит. Он сейчас, он даже не может сказать, вот я говорю, чувства какие, а он весь вот в каких-то, как рак, отшельник, где-то издалека выглядывает и смотрит, а она меня любит, а меня вообще, говорит, кто-то любит. Он сам себя обманывает. Он и кого-то может обманывать, и себя он обманывает сейчас. У него есть, Паш Чаш, это, у него есть возможность жить в любви, но он закрывает себя в каких-то для себя же обманных ситуациях. Никогда не исправишь, что ли? Девятка чаш, опять же, может исправить. Может. Да, и нулевой аркан идет, может исправить. Двойка посохов, если опять же не будет заглядывать в прошлое и повторять свои же ошибки. Это двойка посохов, это прошлое. И все-таки чувство, даже из глубины души, чтобы вот, давай я попробую достать чувство к девушке, которая сейчас смотрит. Пятерка колес. Без тебя пусто до невозможности, говорит мужчина. Без тебя пусто до невозможности. Но мне не нравится, знаете, что здесь? Его мысли по поводу вас. Он хочет, чтобы и вам было пусто без него. Он реально этого хочет. Вот что мне здесь не нравится. Вот этим он тоже себя путает. С одной стороны, он думает, что она будет нужна всем, но она не со мной. С другой стороны, он, видимо, хочет. Не то, что он думает, да, у вас будет плохо, все, как это вы без него? Нет. Он хочет, чтобы без него вам было плохо. Такая вот карта. Хотя на самом деле это он в таком состоянии. Так что чувства там у него есть к вам, но они какие-то вот, ну сейчас просто поломанные. Он не понимает, что делать дальше. Ему дает судьба, но он пока что не знает. Поэтому тут ангел и вышел вначале, чтобы, видимо, подтолкнуть, если получится. Что тебя волнует, что тебя тревожит? В принципе, тут карты уже рассказали, что и волнует, что и тревожит. Ну, его какие-то дела, проблемы, дороги какие-то волнуют его. Вот это подвешенная ситуация так и выходит. Здесь этот зайчик такой вот, подвешенный за ножки. Тяжесть на душе, в жизни. О, еще и десятка мечей. Боль. Ограничения какие-то. Ну, плоховато ему. Что именно? Из пустого в порожнее переливает все. И по поводу дорог. Какие-то дороги его беспокоят очень сильно. Есть ли у тебя тайна, что бы ты хотел, но не можешь сказать, либо наоборот, можешь, но не хочешь? Двойственно, 21-й аркан, сила. Двойка мечей, закрытость, не хочет он что-то говорить. Есть у него тайна? Есть, но он не хочет и не говорит даже в раскладе. Он следит за вами. Знаете, как следит? Я просто вижу ситуацию, где, ну так как расклад, опять же, скажу общий, да, вижу ситуацию, как он, когда проходит
Мимо вашего дома, что ли? Может быть, он на карте ищет ваш дом или реально где-то рядом живет. Он не смотрит на ваш дом, на ваши окна, можно так сказать, да, прямо. Он именно в другую сторону смотрит и косит глаза. Вот такую вот картину сейчас вижу. Или реально он смотрит прям по Google карте какой-нибудь там, по интернету, где вы, как вы, на какой улице вы живете. Что-то такое есть здесь. Он иногда хочет очень оказаться опять рядом с вами, и ему становится действительно как-то легче, когда он увидит это визуально. Может, он, если он красиво рисует, он рисует. Он реально рисует какие-то картинки. Либо в интернете выискивает что-то, что связано с вами, и он это рассматривает. Он мечтает, реально мечтает о вас. У него есть тайна, но он ее никому сейчас не хочет говорить. А ты тайну эту расскажешь когда-нибудь. Придет время, да, по звездочке, придет время, он расскажет свою тайну. У него есть тайна, и тайна весомая. И он либо вам расскажет даже, либо вы через кого-то узнаете. Придет время. Если оно вам не надо, ну тогда можно сказать, я закрыта от этого, зачем мне эти тайны? Хотя он хочет рассказать. Ну, сейчас нет, попозже. Попозже будет хотеть сказать вам. Зачем тебе эта тайна? Откуда она взялась? Это что-то он прошел. Что-то касается не вас двоих, а именно его. Но он хотел бы с вами поделиться, но не сейчас, опять же говорю. По 8 посохов это именно его. Что-то он, да, 3 колес тоже говорит об этом. Что-то он сделал. От чего-то он прячется. Чему ты радуешься? Мечи, мечи. Ох, радость, сила. Любовь. Закрытая любовь. Мечтам. Ну вот тут 2 мечей. Это закрытость и повязка на глазах. Я холодный человек сейчас. Я одинок. И очень сильно, эта карта силы, хочу любви. Мечты. Он радуется мечтам и надеждам. Все. Знаете, у него что есть? Разбитое сердце. Он вспоминает кое-что. Может быть, эта тайна тоже с этим? Да нет. Та тайна немножко другая. Хотя, может, связана, но будет она другая. У него есть на душе воспоминания про какой-то сюрприз. Он какой-то сюрприз вам хотел сделать. И знаете, как будто такие слова. 9 посохов. Как готовил вам сюрприз и как бы пытался сделать, либо даже сделал, но не так, как надо получилось. И знаете, такие слова: я же пришел, я же позвал, значит, я молодец. Почему такие слова у тебя? Или он хочет этого? У него какое-то бегство есть. Он как будто бы бежит от встречи с вами. Хотя очень хочет встретиться с вами. Он боится, у него какая-то защитная реакция срабатывает. Он понимает, что что-то провалил. И вместо того, чтобы признать вину, он перекладывает ее
Он ее перекладывает на вас, на кого-то. Вот как перекладывает. Он действительно ее перекладывает. Вместо того, чтобы признать свою вину, он перекладывает ее. Он провалил, он испортил, он действительно виноват. Ему психологически легче, когда он слышит и сам себе говорит: это не я плохой, это она плохая, это она настроение мне испортила. И поэтому я ушел. Ушел к друзьям, ушел еще куда-то. И часто уходил. Это не я виноват. Он перекладывает, разбивая сердце другим, в свое время вам, и сейчас себе. Вот в чем проблема. Так что радость есть у него, но радость больше как сам себе внушает, что так у меня и будет, у меня все будет хорошо. В доме что у тебя? Башня. О, высшие силы. Чертик. И 8 чаш. Уход какой-то. Да он среди друзей, скорее всего, в доме. Либо вообще из дома уехал. В доме чертик бродит. Посмотрите, черт и высшие силы. В доме чертик бродит. Высшие силы через ангела, который вначале вышел, пытаются очистить его. У него на нем может быть магия, на этом мужчине. Может. Это когда закрывают понимание. Это когда он не видит. Не видит то, что надо видеть. Его кто-то пытался к себе притянуть через 6 мечей. Это дорога, еще и с мечами на спине, как говорится. Его кто-то пытался притянуть к себе, вытянуть из его жизни. Да, получилось немножко. Будет ли обратка? Да, будет расплата и обратка тому человеку. Конкретно будет. Тут, какая карта. Тут высшие силы включаются, чтобы вот эту башню восстановить. Это его жизнь. Ну, давайте посмотрим, если другая женщина есть у него, что у него с ней. Вот. Если толком не знаете, то пропускайте. Тут выпрыгнула карта пустоты. Ну, сейчас я достану. Что у тебя с другой женщиной? Мечевая королева. Пустота. Пустота. Я же с самого начала видно было, что он хочет любви, и даже если есть другая женщина, там пустота. Он хочет изменить свою судьбу. Он колесо вот просто вот судьбы держит над головой. Он ждет чего-то. Ну и переливает из пустого в порожнее. Там нет отношений. Она злится, очень злится. Королева мечей. Она в обиде, одинока тоже. Он ее обижает. Терпит. Свое делает. Придет время, все поставится на свои места по звезде. Ну, твои действия, твои планы, мужчина. Расскажи. Тройка, 4. Я хочу жить в доме, в семье, в нормальном, энергетическом, ну, по-своему скажу, поле. Как от него я хочу просто приходить домой и быть мужчиной. Чтобы рядом была женщина, чтобы у нас, по его мнению, была нормальная семья, как должно быть. А как, по твоему мнению, оно должно быть? Как карта ляжет, да? Карта бланка выходит. Как карта ляжет. 8 мечей, он выходит из того. Он может измениться, да.
Он реально меняться будет пытаться. Он выходит из своего образа, в другой образ переходит. Потому что то, что было, все, он не хочет больше. Он хочет реально нормальных отношений, чтобы муж и жена, чтобы вот вместе. Я не хочу быть один и не хочу быть с той женщиной, которую не хочу видеть рядом. А ты хочешь видеть рядом девушку, которая сейчас смотрит расклад? О, да, на этот вопрос четко ответила. Ответил он через вот эту карту, ответила карта. Это десятка чаш, это воссоединение. И очень радужное, скажу так, будущее. Это красивая карта. Вот его желание, да, быть с вами. Его желание сейчас быть с вами. Будете ли вы вместе, но у каждого своя судьба. Но если он действительно плохо вам сделал, вы уже тоже, может, не хотите. Но попытается в новый путь пойти. Но, может быть, даже и вас больше и не увидит. Будет просто со стороны наблюдать, как вы живете. Ну, потому что уже не получится вернуть. А хотел бы вернуть? Хотел бы. Потому что, это карта мага. Если бы вот эту вот всю силу, которая разрушила, да, это понимание, это какие-то нравоучения со стороны других людей, это, может быть, даже, говорю, магия по магу. Вот, если это все исправить, да, он хотел бы вернуть. Он хотел бы вообще это почистить все даже забыть хотел бы. Но карта 4 стихий, как есть, так есть, как говорится. Король колес, хочется ему быть счастливым, действительно. И хочется ему быть счастливым именно с вами. Вот. Так, есть ли у тебя... давай планы действий еще. Решить какой-то свой вопрос, увидеть своих детей, если они есть, либо кого-то из родных, встретить вас, есть у него такие планы, и поставить чему-то большую-большую точку. Колесо судьбы. Он хочет менять свою судьбу. Эмоциональный фон у него очень нарушен сейчас. У него внутри, как, не знаю, можно сказать, как каша из чувств вины, которые вот перекручиваются с гневом. И да, есть желание отвлечься, и он может ошибаться. Друзья для него это какая-то вот безопасная гавань. Они, я про них сейчас говорю. Друзья как безопасная гавань, где можно выяснить что-то, отношения какие-то, да, просто себя успокоить, может быть. Он в этом сейчас живет. И он не хочет признавать ошибки. Вот в чем проблема. Он хочет сделать шаг навстречу. Но он боится, что вы не броситесь к нему на шею. Вот как раньше он хочет таких отношений, он хочет каких-то ваших слез радости, вот что-то такое. Но он боится, что на шею вы ему не прыгнете, как говорится, да? Да, это есть у него в голове. И он хочет заставить себя поверить, что с него хватит, а не может. Но любит он вас реально. Он вас любит. Что бы ты хотел сказать девушке, которая смотрит сейчас? У меня все хорошо. У меня все хорошо, я занимаюсь своими делами, придет время, все исправится и будет еще лучше. 7 чаш. Ты у меня в моих желаниях, в моей голове. Я очень надеюсь, что ты обо мне тоже думаешь. Я работать буду. Для того, чтобы что-то накопить, он вот хочет работать, и для того, чтобы что-то исправить. Да, он хочет начать исправлять то, что у него в жизни сейчас как разрушается, как по башне.
Он хочет восстановить энергию уверенности в себе. А давайте посмотрим реально. Если вы хотите быть с ним, что карты скажут вообще по этой ситуации? Если вы хотите быть с ним. Королева колес. А есть ли ваша вина в том, что у вас все так? Верховная жрица. Всадник чаш. И семерка посохов. Нет. Вашей вины в этом нет. То, что он делал, это была больше как демонстрация того, что я — это я, и вот смотри на меня и бегай за мной. Да, у него это было. У мужчины, который здесь на раскладе сейчас, его энергия здесь. И он хочет помириться, реально хочет. Но он убегает к друзьям, в какие-то дебри залезает, по вопросам, делам каким-то, лишь бы поговорить. Он отвлекает себя, и этим самым он просто все путает, он не понимает. Он очень хочет, чтобы у него все получилось. Когда не получается, он злится, и злость может скидывать на другого человека и обвинять его. Что вам сейчас лучше всего сделать? Нет, по картам не пишите, не звоните ему. Он ждет, очень ждет, что вы начнете оправдываться, либо он ждет, что вы продолжите ссору, что вроде все хорошо, и потом слово за слово, либо там вот продолжите ссору. Он этого ждет на сегодняшний день. Он хочет эмоционально встрепенуться, эмоционально пробиться. И да, вы будете как ключик к этому, но не в вашу пользу. Подождите несколько дней. 1 день, не знаю, там 2 дня. Потом посмотрим еще на раскладе, что делать. Но здесь нет, не писать, не звонить. Оставьте его в этой ситуации. Пусть он переварит свой, как говорится, подвиг или что он там сделал, да, вот сам. Потому что если вы проявитесь, он будет более агрессивным даже. И он может накрутить себя неправильно. Подождите пару дней. Вы должны быть на высоте. В ваших руках ваше счастье и судьба. Верховная жрица говорит, закройся временно. А всадник чаш говорит, это он должен. Он должен продумать и успокоиться, и принять правильное решение. Тогда и вы сделаете какой-то ход, да, и у вас будет все хорошо. У вас будет все хорошо по итогу, если все правильно сделать. 2 посохов. Как прежде уже точно не будет. 2 посохов — это прошлое, 6 мечей — это новая дорога с болезненными ощущениями прошлого. Такие вот карты. С болезненными ощущениями прошлого. Как раньше уже не будет. Многое будет меняться, и да, дорога к нормальной жизни у вас есть. Это реально так. Вот. Ну давайте посмотрим, что карты скажут, если вы не хотите быть с ним. Туз колес выходит. У вас в руках какой-то прорыв. 4 чаш. Встреча намечается с человеком или людьми, ну, с такими, которыми давно не виделись, либо давно не общались просто. Может быть, это будет телефонный разговор или видеосвязь, да. Именно вот видеосвязь, чтобы либо увидеться и услышать, да, либо встретитесь, поедете или кто-то приедет. Это родственники, это родители, может, это дети. Ну вот кто-то из близких очень. Либо хорошие друзья. Вот хорошие, которые действительно вот ничего плохого не несут. Вот такая встреча у вас намечается. Она будет очень хорошо для вас. Эмоциональный фон восстановится. И после этой встречи это как будет зацепочка и переход во что-то,
куда ты действительно уже будешь входить уверенно, с гордо поднятой головой. Эта встреча нужна. Если она откладывается, ну, смотрите по ситуации, значит, будет чуть позже. Но если нет, а вам решать, надо, не надо, надо. Да, съездите, позвоните, пригласите к себе, но вы должны с кем-то повидаться, поболтать, не знаю, может быть, тортик купить. Вот это вот как будто бы зацепочка к новым ходам, новым каким-то дорогам. Здесь как будто это колесо, вот хоть и туз колес, но когда вы берете в руки, вы открываете себе новый путь. Вы как будто из клетки какой-то выходите. Вот эта подсказочка вам на ближайшее будущее. И вы идете, вот, встреча с близкими людьми, идете в какую-то неплохую, очень неплохую ситуацию. Хорошая карта. И 4. 9 мечей. Не грузите себя проблемами, потому что из-за них можете тормозить хорошие перемены в свою жизнь. Не грузите свою голову. И да, вот поэтому и карты сказали, что если ты останешься сама себе, как бы в своих проблемах, ты еще больше себе, не знаю, там подорвешь что-то, психику, здоровье. Вот. Встретитесь, тортик покушайте. Это важно. И да, новые интересные моменты, новые интересные дороги у вас вот на пути. Есть такое. 9 колес. Ну, это стабилизация, это интересные моменты, это, может быть, кто-то захочет почитать книжку, кто-то захочет новый фильм посмотреть. Ну, это тоже как психологически вы себя восстанавливаете потихонечку, это очень сильно и хорошо. Если эту карту как бы смотреть по поводу мужчины, то мужчина тоже стоит на грани перемен, ну, смотря в какую сторону он пойдет. Если он как бы слезет с этого, да, и пойдет уверенно. Если все-таки будет в чем-то копаться, он может провалиться и опять на каком-то месте остаться. Ну вот, это его решение. Для вас карты сказали, вы услышали. Поэтому все хорошо. Вот. Ну все вроде бы на сегодня. Да, давайте посмотрим, что происходит в его жизни прямо сейчас, через день, да? Через день. Вот, оставайтесь со мной на Ютубе, только на Ютубе. Здесь вся энергия, все подсказочки, которые будут вам сопутствовать в лучшую сторону, только на Ютубе у меня. Вот. Кто досмотрел до конца и слышит это, значит точно ваша вот энергия хорошая, позитивная и на улучшение. Вот так. Так, ну все, до следующего видео. Я с вами не прощаюсь, оно будет скоро. Оставайтесь со мной. Увидимся, услышимся. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Вот, если что, если как-то вот есть такой порыв, желание, то есть, я сделала кнопочку спонсорства, да, там стать спонсором. Но это как чуть-чуть отблагодарить за расклад, либо помочь даже вот этому каналу, что ли, да, вот чтобы он шел с нужной информацией, с нужной для вас информацией. Вот, можете подписываться, да, на спонсорство, если хотите. Если нет, то нет. Ну что делать? У каждого свое, и по-любому на YouTube-канале это ваша энергия. По-любому. Вот. Все, увидимся, услышимся. Всего доброго. Всего доброго.